Я являюсь индивидуальным «я». When I am in samadhi with Vishnu, super self, that is my steadiness of the mind. И спокойствие или утвержденностью ума можно достичь в состоянии самадхи, когда человек видит, что Вишну является сверхдушой. So super self and self, when they enjoyment cannot be alone. И невозможно наслаждаться в одиночку, и поэтому сверхдуша и душа наслаждаются общением друг с другом. There must be two. Должно быть два компонента наслаждения. Have you got any experience of enjoyment alone? Разве у вас есть опыт наслаждения в одиночку? No. Нет. So enjoyment alone is not possible. Невозможно наслаждаться в одиночку. Enjoyment means two, Krishna and you. Поэтому наслаждение, значит, подразумевает два участника. Вы и Кришна. The super soul and the individual soul. Это сверхдуша и индивидуальная душа. And then there's just a little break in the transcription. Затем в транскрипции этой лекции возникает перерыв. He continues, in the greatest difficulty, И Шрила продолжает, даже перед лицом величайших трудностей. if you are convinced, quote, that I am part and parcel of Krishna, then even there is greatest difficulty position of your life, that is surrender. Даже если перед лицом величайших трудностей вы продолжаете быть убежденным в том, что вы слуга Кришны, его неотъемлемая часть, вот это называется по-настоящему that's surrender. Это предание. You know Krishna will give you protection. Потому что вы знаете, что Кришна даст вам защиту. You try your best. Вы пытаетесь сами со своих сторон изо всех сил. You use your intelligence. И используйте свой разум. But, quote, I believe in Krishna. Но при этом убеждены, что я верю в Кришну. Varasaneha pitaro nishingha. If Krishna neglects, no other remedy can protect you. Если Кришна откажет вам во внимании, ничто другое вам не сможет помочь. No other measure can protect you. Никакие другие ухищрения не смогут защитить вас. Don't think. Suppose one is diseased. Например, человек заболел, Many expert physicians treating him. и его учат, он лечит самые лучшие врачи. Nice medicine is offered. Его лечат самыми лучшими лекарствами. Is that guarantee for his life? Но разве это гарантирует ему выживание? No. That is not guarantee. Нет, не гарантирует. Sorry, I'm looking for my tissues. If Krishna neglects, in spite of all these good physicians and medicines, he will die. Если Кришна пренебрегает кем-то, тогда, несмотря на самые лучшие лекарства, на помощь самых лучших врачей, человек умрет. And if Krishna protects him, even if he has no expert treatment, he'll still survive. А если Кришна защищает такого человека, тогда, несмотря на то, что он не получает должной медицинской помощи, он выживет. So one who is fixed up in Krishna, fully surrendered, Поэтому такой человек, который утвердился в понимании, осознании Кришны, полностью предан ему. and one of the points of surrender is that one has firm faith that Krishna will protect me. И одним из компонентов или составляющих частей такого предания является вера в то, что Кришна меня защитит. Then you are happy, Тогда вы всегда пребываете в состоянии счастья. just like the child. Так ребенок. He's fully surrendered to the parents and he's confident. Ребенок полностью предан или покорен своим родителям и поэтому убежден. That my father is there, my mother is there, so he's happy. Он убежден в том, что отец и мать всегда рядом и могут помочь, и поэтому он счастлив. Kedaham aikantika nitya kinkara. If you know that somebody is there who is your patron, who is your savior, are you not very happy? Разве вы не испытываете счастье, если у вас такой есть попечитель и спаситель, который находится рядом? But if you do everything on your own account, at your own responsibility, are you happy? Но если вам приходится полагаться только на самого себя и на свои собственные способности, разве вы можете при этом испытывать счастье?
Similarly, if you are convinced in Krishna consciousness that, quote, Krishna will give me protection, and if you are true to Krishna, that is the standard of happiness. И поэтому точно так же, если вы остаетесь верными Кришне, убеждены в сознании Кришны и знаете, что Кришна вас защитит, вот это называется по-настоящему эталоном счастья. You cannot be happy otherwise. Невозможно быть счастливым по-другому. That is not possible. Просто невозможно. Eko bahunam vidadati kamam. That is the fact. Это факт. Эко бахунам видадати каман. Even in your rebellious condition, Krishna is giving you protection. Кришна защищает вас даже когда вы бунтуете против Него. Without Krishna's protection, you cannot live even for a second. Без защиты Кришны вы не можете прожить даже секунду. He's so kind. Он так добр. But when you admit it, Но когда вы признаете это, when you recognize it, то есть признаете, что Он защищает вас, then you become happy. тогда вы становитесь счастливыми. Now Krishna is giving you protection, but you do not know it because you have taken your life at your own risk. Кришна до сих пор защищает вас даже в этом состоянии, но вы не знаете об этом, и поэтому действуйте на свой страх и риск. Therefore, He has given you freedom. Поэтому Он дал вам свободу. All right, do whatever you like. Хорошо, можешь делать, что тебе заблагорассудится. As far as possible, I will give you protection. И насколько возможно, я тебя буду защищать. But when you fully surrender, the whole charge is to Krishna. Но когда вы полностью предаетесь Кришне, тогда и на Кришну возлагается ответственность целиком. That is special. Вот это особенное положение, That is special protection. особая защита. Just like a father. Так отец, например. The child who has grown up doesn't care for the father. He's acting freely. Ребенок, который уже вырос, не полагается на отца во всем и действует самостоятельно, как ему заблагорассудится. What the father can do. И что может с этим поделать отец? All right, do whatever you like. Хорошо, делай, что хочешь. But the child who is fully under the protection of the father, he takes more care. Однако, he means father. Mhm. Но когда ребенок действует полностью под защитой своего отца, и отец, в свою очередь, берет на себя больше ответственности за него. That is stated in Bhagavad Gita. You'll find samoham samabhuteshu. Об этом говорится в Бхагавад-гите, в этом стихе «Самахам самабхутишу». I'm equal to everyone. Кришна говорит, я равно отношусь ко всем. Name dveshya. Nobody is my enemy. Намедвеши никого не считаю своим врагом. How can he be envious? Как он может проявлять злонравие по отношению к кому-либо? Everyone is Krishna's son. Ведь все же сыновья Кришны. How he can become enemy to Krishna? И как можно стать врагом Кришны? He is son. Он же сын. That is not possible. Это невозможно. He is friend of everyone. Он является другом всех и каждого. But we are not taking advantage of his friendship. Но мы не пользуемся в полной мере его дружбой. That is our disease. В этом заключается наша болезнь. That is our Это disease. наша болезнь. He is friend to everyone. Он друг каждого. Samoham samabhuteshu. But one who is recognizing, he can understand that Krishna is giving me protection in this way. Но тот, кто признает эту роль Кришны, понимает, что Кришна таким образом защищает его. This is the way of happiness. Вот так можно быть счастливым. Om Jnanatimarandasya Garanjana Salakaya Chaksho Onmeritam Tasmai Shri Gurave Namaha Ukam Karati Vachalam Bhangam Bhangayati Gurim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinatananam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Niyavishesha Shanyavari Pastachale Satarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. When I first found this transcription, I was, I guess you could say, inspired, enlivened. Когда мне первый раз попался на глаза текст этой лекции, то, можно сказать, я был очень воодушевлен.
I've read it many times. I've spoken about it also. Я прочитал и перечитал этот текст лекции много раз и также использовал этот текст в своих лекциях. And I often use this excerpt from Prabhupada's lecture as an example of how down to earth and realized Srila Prabhupada is. Я часто использую этот отрывок из лекции Шрилы Прабхупады как свидетельство того, насколько практичным и насколько глубоко практично в своей проповеди был Шрила Прабхупада и каким глубоким опытом и пониманием темы он обладал. This is a very realized presentation of what it means to be really happy. Потому что в этом тексте, в этой лекции Шрила Прабхупада по-настоящему глубоко раскрывает эту тему, как быть по-настоящему счастливым. Because the verse is actually speaking about a person in samadhi. Потому что в этом стихе вообще-то говорится о человеке, который пребывает в состоянии самадхи. Generally we think of samadhi as a very advanced stage of perfection. Обычно под самадхи мы понимаем очень возвышенный уровень совершенства. And Prabhupada speaks a little bit about that briefly when one sees the self in relationship to the super self. И Прабхупада также коротко говорит об этом состоянии, когда человек достигает этого уровня и видит свои взаимоотношения со сверхдушой. In fact, he's speaking from another verse of Bhagavad Gita where Krishna says, when one conquers the mind, super soul's reached and he attains tranquility. Шрила Прабхупада ссылается на другой стих в Бхагавад-гите, где говорится о том, что когда человек побеждает свой ум, тогда он достигает уровня умиротворения, потому что осознает сверхдушу. For such a man, heat and cold, happiness, distress, honor, dishonor, they're all the same. И для такого человека жара и холод, счастье, несчастье, честь и бесчестие одно. Krishna is speaking specifically about the person who by dint of mystic yogic practice has been able to fully control the mind. Господь Кришна говорит в этих стихах о человеке, который благодаря практике мистической йоги полностью покорил себе свой ум. And the mind, as Krishna also says, if it's not controlled, it's his worst enemy. But if it's controlled, it becomes one's best friend. Как сам Кришна говорит, человек в лице, то есть если человек не может покорить себе свой ум, тогда ум становится для него величайшим врагом, а если человек покоряет себе свой ум, то ум становится его лучшим другом. Because best friend is the controlled mind, because a fully controlled mind no longer obstructs one's relationship with the Supreme Lord. Почему такой покоренный ум является лучшим другом? Потому что перестает быть помехой в взаимоотношениях человека с Верховным Господом. And therefore Krishna says, when the mind is no longer an obstacle in one's relationship with the Supreme, then it becomes one's best friend. И поэтому Господь говорит, что когда он перестает быть препятствием в взаимоотношениях с Всевышним, тогда он становится лучшим другом. Not that the mind no longer exists. Не то, что ум перестает существовать, but the mind is always simply absorbed in thoughts of Krishna. но в этом состоянии ум всегда поглощен мыслями о Кришне. And the Prabhupada explains in the beginning of this, what we just read, he said that pleasure, happiness comes when there's two, not just alone. И поэтому в самом начале своего объяснения этого стиха Шрила Прабхупада объясняет, что состояние счастья всегда подразумевает два участника, невозможно быть счастливым в одиночку. Just like earlier in the Bhagavad Gita, Arjuna asked Krishna, what are the symptoms of a person who's in transcendental consciousness? В первых главах Бхагавад-гиты Арджуна спрашивает у Кришны, просит Кришну описать ему признаки человека, который находится в трансцендентном состоянии сознания. And Krishna's response to that was that when a person has full control of his mind and senses and finds satisfaction in the self alone, then he is considered to be in pure transcendental consciousness. И Господь Кришна отвечает на вопрос, говоря, что когда человек полностью покоряет себе ум и чувства, и когда он черпает наслаждение в себе самом, вот это называется состоянием трансцендентного положения человека. So Prabhupada is actually explaining what that means here. Трансцендентного сознания. И Шрила Прабхупада объясняет здесь, что это значит на практике. What does it mean to find satisfaction in the self alone? Что значит черпать удовлетворение в самом себе? And Prabhupada says, alone there's no real satisfaction. Потому что Прабхупада говорит, в самом себе черпать невозможно полное удовлетворение, только в самом себе.
There has to be two. Потому что должно быть два участника в этом. He says there's the soul and the super soul. И он говорит, это душа и сверхдуша. So find satisfaction in the self alone means that one who's come in contact with the super self. И поэтому фразу «черпать удовлетворение в самом себе» нужно понимать как описание человека, который установил свою связь со сверхдушой. And Prabhupada explains also in his commentaries, in these verses from the 6th chapter, that when one comes in contact with super self, then what happens? И Шрила Прабхупада продолжает объяснять эти стихи 6 главе, что возникает или происходит, когда человек устанавливает свою связь со сверхдушой. Then there's relationship. Возникают взаимоотношения. And when there's relationship, then the super soul dictates in such a way to that living entities to establish a firm connection with him. Когда возникает связь со сверхдушой, как объясняет Шрила Прабхупада, тогда сверхдуша руководит действиями человека так, чтобы эта связь стала прочной. Because without a connection with the Supreme, as Krishna also states in the 2nd chapter, for one who's not connected to the Supreme can have neither a controlled mind nor steady intelligence, without which there could be no possibility of peace. Потому что без такой связи со сверхдушой, как Господь Кришна сам объясняет во 2 главе Бхагавад-гиты, невозможно ни контролировать свой ум, невозможно утвердить свой разум, без которых невозможно умиротворение. How can there be any happiness without peace? А как можно рассчитывать на счастье, не имея умиротворения? So Krishna very clearly explains that one has to be connected to the Supreme. Поэтому Господь Кришна ясно и недвусмысленно объясняет, что необходимо установить эту связь со Всевышним. So this verse also from the 6th chapter explains what happens when one's connected to the Supreme. В этих стихах 6 главы объясняется, что происходит, когда человек устанавливает свою связь со Всевышним. One of the symptoms is that he transcends the dualities of this world. Одним из признаков такого человека является то, что он выходит за рамки двойственности материального мира. One may transcend the duality of this world by trying to negate the material world. Разумеется, можно пытаться выйти за рамки двойственности материального мира, отказывая миру в существовании. And another way to transcend the dualities of the material world, which is more secure, is to understand how everything is connected to Krishna. Однако гораздо более безопасным способом преодолеть двойственность материального мира является видеть все связанным с Кришной. One is incomplete, the other is far more complete. Первый способ несовершенен и не полон, а второй гораздо более полон. The incomplete way is simply to, by negation, that I have nothing to do with this material world. Первый способ заключается в том, что человек считает, что я не имею никакой связи с этим материальным миром. Это путь отрицания. But it's incomplete because it still doesn't define who am I. Но этот способ отрицания не полон, потому что остается неопределенным твоя собственная сущность. Кто ты? And therefore, when one has found shelter at Krishna's lotus feet, transcendence of duality is complete. Но когда человек обретает прибежище лотосных стоп Господа Кришны, вот тогда процесс избавления от двойственности материального мира завершается. Why is it complete? Почему он завершается? Everything's connected to Krishna. Потому что все связано с Кришной. I'm connected to Krishna. Все оказывается связанным с Кришной, в том числе и я. All living beings are connected И to все Krishna. живые существа. Material energy is connected to И Krishna. материальная энергия тоже связана с Кришной. And therefore, one sees Krishna everywhere. Поэтому человек видит Кришну повсюду. Krishna says, for one who sees me everywhere, sees everything in me, I'm never lost to him, nor is he ever lost to me. И поэтому Кришна говорит, для человека, который видит меня повсюду и все во мне, я никогда не потерян, и он никогда не потерян для меня. It's a far more complete way to transcend duality. Это гораздо более законченный, совершенный способ превзойти двойственность материального мира. Why is it more complete? Почему он более совершенный? Because connection is there. Потому что есть связь. If there's no connection, we're still incomplete. Если нет связи, тогда мы процесс не завершили. Lord Brahma, he explains this in his prayers to Krishna. Господь Брахма объясняет это в своих молитвах Кришне. Lord Brahma explains that Yenyen Ravadaksha Vimuktamaninas Tvayasta Bhavara Vishuddha Buddhiya Aruya Kuchdrana Padam Padam Tata Padantyatod Yasmad Yusmad Angraya. He says, oh, lotus-eyed Lord, non-devotees, they may engage in severe austerities and penances to achieve liberation. Он говорит, о, Лотосоокий Господь,
Непреданные пускаются на тяжелые лишения, аскезы и покаяния, чтобы достичь освобождения. But they fall down from their position of imagined superiority because they still didn't make a connection with your lotus feet. Но они снова скатываются со своего положения мнимого превосходства, потому что им так не удалось установить связь со Всевышним. It's incomplete Это несовершенное положение. because constitutionally we're meant to be connected to Krishna. Оно не полно, потому что по своему конституциональному положению мы должны иметь эту связь с Кришной. Actually, constitutionally we are connected to Более того, Krishna. по своему конституциональному положению мы уже и связаны с ним. But what's missing is our admission of it. Но отсутствует или не хватает признания этого факта с нашей стороны. And that's what Prabhupada is talking about here. That's what the surrender is. И Шрила Прабхупада говорит именно об этом в своей лекции на эти стихи, что именно в этом заключается предание. Constitutionally, we cannot get away from it. Мы не можем избавиться от этого с точки зрения нашего конституционального положения. We're connected. Мы связаны. Some people may try so hard to avoid that connection. И люди изо всех сил, некоторые изо всех сил пытаются избежать этой связи. Some may try to deny that connection. Некоторые пытаются отрицать эту связь. Some people may boisterously defend their conviction that there is no such connection. Более того, некоторые люди с пеной у рта отстаивают свое убеждение в том, что вообще этой связи нет и не будет. But there's still a connection. Но связь, тем не менее, есть и остается. It can't be changed. И невозможно это поменять. Imagine having to live and dedicate one's whole life to boisterously decrying the existence of a connection with the Supreme. Представьте себе, что это вообще значит на практике, если вы всю свою жизнь положили на то, чтобы с пеной у рта доказывать, что этой связи нет со Всевышним и не будет. There can never be peace. И невозможно такому человеку рассчитывать на умиротворение. Krishna says one who's not connected, his mind can't be controlled, his intelligence can't be steady, without which there's no possibility of peace. Кришна говорит про таких людей, что если этой связи со Всевышним нет, тогда невозможно ни подчинить себе свой ум, и невозможно утвердить свой разум, без которых невозможно умиротворение. How can there be any happiness without И peace? как можно рассчитывать на счастье, не имея умиротворения? So, constitutionally we are connected, therefore the missing element is accepting it. Поэтому изначально, наше изначальное положение заключается в том, что мы связаны со Всевышним, и то, чего не хватает, это признание этого факта с нашей стороны. And the living entity may go through many, many, many births denying that there's a connection. И живое существо может продолжать жизнь, многие жизни, отрицая эту связь. As Krishna himself says, when one actually surrenders to me, knowing to me to be all the cause of all the causes, cause of all causes and all that is, Krishna says, Sa Mahatma Sadurlabha. Such great souls are very rare. И сам Господь Кришна говорит об этом, о том, что человек после многих-многих рождений признает, когда он признает, что я являюсь источником всего и причиной всех причин, то такой человек очень редок. Bahunam janmanamante jnanavamam prapachate Vasudeva savamiti Sa Mahatma Sadurlabha. Bahunam janmanamante, after many, many, many births. Кришна говорит об этом в этих словах. Бахунам Джанмана Манте означает после многих и многих рождений. One who actually comes to this platform of understanding Vasudeva Savamiti, that Krishna is everything, and surrenders to him. Когда человек приходит к такому выводу после многих-многих рождений, что Господь Кришна, Васудева и все, и предается мне, вот эта душа очень редко встречается. But until that surrender is there, then one has to live in duality. Но пока человек не предался Господу, он должен продолжать облачить свою жизнь в двойственности. And as long as there's duality, there's never shelter for the soul. И пока он живет в двойственности, он не может нигде найти прибежище для души. Why? Because everything has to be calculated. Почему? Потому что все время все приходится взвешивать и подсчитывать. This is good, that's bad. Вот таким образом. Это хорошо, это плохо. This is pleasure, that's pain. Это счастье, это боль. Get pleasure, avoid pain. Нужно стремиться к наслаждению, избегать боли. Right? Avoid pain. Избегай боли. Avoid pain. Избегай боли, тебе говорю. Maybe pleasure will come. Может быть, тогда придет счастье. Oh, this is pleasure. О, вот наслаждение. Why did I lose it? Почему я потерял это наслаждение? That's painful. Это очень болезненно, потерять наслаждение. That's duality. Это двойственность.
That's what life is without Krishna. Вот это то, на что похожа жизнь без Кришны. One has to live in duality. Человек должен жить в двойственности. We oftentimes quote that verse from the 11th canto of the Bhagavatam. I won't go into all detail because I know I've mentioned it here before. Я часто в этой связи цитирую стих из 11-й песни Бхагаватам. Не буду подробно останавливаться на разборе этого стиха, потому что уже его объяснял. Although maybe some of you haven't heard it. Здесь. Хотя, может быть, некоторые из вас это не слышали, объяснение. But realized souls, they help us to understand what does this duality mean. Но люди, обладающие подлинным духовным опытом, помогают нам понять природу этой двойственности. We're dependent on realized souls to help us understand what is this actual duality, because unless we're realized, we can't see it ourselves. И мы полагаемся и зависим от опыта таких осознавших себя душ в нашем понимании двойственности, потому что пока мы не обладаем нашим личным опытом, мы не сможем даже эту двойственность разглядеть сами. And the realized soul said that duality doesn't exist. И люди, обладающие духовным опытом, видят, что этой двойственности не существует. But the conditioned soul considers it to be real due to his conditioned intelligence. Однако обусловленная душа видит эту двойственность как реальность, потому что обладает обусловленным разумом. And he says this is an imaginary experience of a world that is separate from Krishna. Это состояние воображаемого представления о мире как отделенном от Кришны. Imaginary experience of a world which is separate. Воображаемое представление о Кришне как отделенном, о мире как отделенном от Кришны. Can be compared to dreaming and desiring. И это состояние сравнивается со сном и грезами. When a conditioned soul dreams of something at night, something very wonderful, Когда, например, обусловленному живому существу ночью снится сон о чем-то очень привлекательном or something very bad, или о чем-то очень плохом. or when he daydreams of something that he would like to have, or something he would like to avoid. Или когда ему грезит наяву о чем-то, что он хотел бы, мечтал бы обрести, или он о чем-то, что он пытается избежать. He creates a reality which has no existence beyond his own imagination. То своими грезами человек создает реальность, которая на самом деле не существует нигде, кроме его воображения. And the reason why I like this verse so much from the Bhagavatam, and because it's so realized, is that everybody can relate to it. Причина, по которой мне так нравится этот стих, который содержит описание этого опыта, заключается в том, что каждый человек может применить его к своей жизни. Is there anybody here who's never had a dream before? Например, есть ли в аудитории кто-то из вас, у кого никогда не было снов? Всем снились сны? No, I haven't seen any hands. Я вообще никогда в жизни не встречал человека, который никогда снов не видел. You all have experience of У вас у всех есть опыт сна. right? So, therefore, the realized souls, they help us to understand what this duality is in relationships to things that are within our own experience. И вот осознавшие души помогают нам понять этот опыт двойственности, опираясь на наш собственный опыт. And the analogy that they use is that when you dream of something at night, very wonderful, И для этого они используют аналогию. Например, мы ночью видим сны, и во сне мы видим что-то очень приятное. then, or you dream of something very horrible, Или напротив, нам снится кошмар. you create a reality that has no existence beyond your imagination. То этим сном мы создаем реальность, у которой нет подлинного существования, кроме нашего воображения. Because generally, if we dream of something very wonderful, Потому что если нам снятся очень приятные сны, usually what happens from a dream is you wake up. то обычно, что происходит, когда людям снятся сны, они просыпаются от снов. That's what a dream is. Потому что сон заканчивается, извините, пожалуйста. You're sleeping. Сон заканчивается, когда мы просыпаемся. And you dream of something very wonderful, then you wake up. И когда нам снится что-то очень приятное, мы пробуждаемся, And then you feel very sad. то сразу расстраиваемся. Oh, it was a dream. Всего лишь сон. Был всего I лишь wish сон. it was so nice when I was. Как было здорово, когда мне It снился seemed so этот, real. когда мне снился этот сон, так было здорово, так казалось все реальным и зримым. So you're sad. И мы огорчаемся. But if you have a bad dream, Но если нам снится кошмар, fortunately, you also wake up. к счастью, мы просыпаемся от этого кошмара. And when you wake up from your bad dream, you think, wow,
was only a dream. И когда мы пробуждаемся от кошмара, мы очень рады, думаем, вау, это был бы всего лишь сон, как здорово. And you're really И happy. мы становимся очень счастливыми. Oh, it was only a dream. Всего лишь сон был, этот кошмар всего лишь сон. So you experience happiness when you wake up from the bad dream, И вот мы испытываем счастье, когда пробуждаемся от кошмара, and you experience distress when you wake up from the good dream. и испытываем горе, когда пробуждаемся от приятного сна. But your happiness and distress has no connection with reality. Но это горе и счастье, которое мы испытываем по пробуждению, не имеет никакого отношения к реальности. It's only connected to a dream. Потому что и то, и другое связано лишь со сном. No connection to reality И at all. никак не связано с реальностью вообще. So there's the night dream, И вот есть грезы ночью, and there's the daydream. есть грезы наяву, днем. What is the daydream? И что же представляют себе эти сны наяву? We dream of something we would like to have, Мы мечтаем о чем-то, что бы хотели обрести, or we dream of something we would like to avoid. или грезим о том, чего мы хотели избежать. The only difference between the night dream and the daydream is the night dream takes place at night and the daydream takes place during the day. Единственная разница между грезами ночью и грезами днем заключается в том, что первые происходят ночью, а вторые днем. В этом разница. We daydream of those things that will make us, give us happiness, because happiness is better than pain. Мы грезим днем о тех вещах, которые могут принести нам наслаждение, счастье, потому что думаем, что счастье лучше, чем боль. But we don't even know what happiness, real happiness is. Но при этом совершенно не понимаем, что такое настоящее счастье. And we don't even know who we really И are. при этом не знаем, кто мы сами по-настоящему. But we dream of something external that we think that will make me happy, although it really not connected to me. И при этом мы грезим о том, что, как мы думаем, сделает меня счастливым в каких-то внешних вещах, при этом мы не понимаем, что это никак не связано со мной вообще. It's connected to my conception of who I think I am. Это связано с моим представлением о себе. And I think I'll be happy if I have that. И при этом думаю, что если я смогу получить вот то, я стану счастливым. So we daydream of things that we would like to have Поэтому мы грезим днем о том, что бы хотели обрести, that will make us happy. и думаем, что станем счастливыми благодаря этому. Right? And then we also daydream of things we would like to avoid. Many of us daydream of things we would like to avoid. И также днем мы размышляем о тех вещах, которых мы хотели бы избежать. Because the Многие из things, нас так делают. usually the things that we want to avoid are those things that which cause me distress. Потому pain. что обычно мы стараемся избегать тех вещей, которые причиняют мне боль или тревогу. So we live in a dream of what life would be like without those things that I'm trying to avoid. Поэтому мы живем в этих грезах и мечтаниях, думая о том, как здорово бы зажилось бы мне, если бы я смог избавиться от тех вещей, которых пытаюсь избежать. Like disease. Например, если бы я не What болел. would life be like if I didn't have to deal with disease? Представьте себе, как бы жизнь была, если бы мне не приходилось болеть. But that's still connected to the body. Но при этом эти грезы связаны с телом, It's not connected to the cell. а не с душой. And therefore, it's not really connected with И reality. не связано никак с реальностью поэтому. Because the body is temporary Потому что тело временно, and I'm eternal. а я вечен. So we live in these night dreams and daydreams and have happiness and distress connected to both. Поэтому мы живем этими грезами во сне и наяву, и поэтому наши представления о счастье и несчастье связаны с тем и с другим, But they're not connected to но reality. не связаны никак с реальностью. We create the reality that has no existence beyond our imagination. Мы сами плетем эту реальность, которой нет подлинного существования за рамками нашего воображения. And therefore, we live for happiness and avoid distress. И поэтому мы живем для того, чтобы обрести это счастье и избежать несчастий. And we think that's what life is all about. И думаю, что наша жизнь сводится к этому. That's it. That's life. Все, больше ничего нет в жизни, кроме этого. Get some happiness and avoid distress. Урви какое-то счастье, избегай при этом разочарований. But the difficulty with that is all that happiness and distress is only connected to me. Однако проблема в этом подходе к жизни заключается в том, что мое представление о счастье и несчастье связано лишь с самим собой. And I've spent a whole life trying to identify myself as separate from Krishna. И я всю свою жизнь трачу на то, чтобы дать тебе какое-то определение в состоянии отделенности от Кришны. But I'm constitutionally connected to him. При этом я всегда связан с Кришной неразрывно и конституционально.
I can't avoid Я it. не могу этого избежать. I'm constitutionally connected to Я him. связан с ним по своему положению. But I spent a whole lifetime, it could be like that if we're not careful, spent a whole lifetime only connected to ourselves and trying to forget our connection with the Supreme. Но при этом я всю свою жизнь трачу на то, чтобы укрепляться в этом положении связи с самим собой и забываю свои связи со Всевышним. And what do we get at the end of life? И что мы получаем в конце нашей жизни? Another opportunity to do the same thing Получаем еще одну возможность заняться снова тем же самым. in another body, В следующем теле, with another mind, с другим умом with another set of и с senses, другим набором чувств. maybe even not even the same species of life, Может быть, даже не в той же самой форме жизни при этом. but it's the same thing. Но концепция останутся теми же What does самыми. Prahlad Maharaj call it? И как Прохлада Махарадж называет это? He calls it chewing the chewed. Он называет это жеванием пережеванного. Matirna Krishna Parataksvato Vamitopi Padyeta Grihabatanam Adanta Gobya Vishitam Timishram Punak Punaschavata Javananam. He says because of their uncontrolled senses, persons who can't control themselves, they make progress towards hellish conditions of life and they repeatedly chew that which has already been chewed. Прохлада Махарадж говорит, что люди с необузданными чувствами движутся по направлению к аду, и поэтому, находясь в таком состоянии бытия, постоянно занимаются жеванием пережеванного. The inclinations towards Krishna can never be aroused, even either by their own efforts, or by the efforts of others, or by a combination of both. И их склонность служить Кришне невозможно пробудить в них ни их собственными усилиями, ни помощью со стороны других людей, ни сочетанием того и другого. Chewing the chewed. Называется жеванием пережеванного. Tried it before, and we think this time it will be better. Мы уже жевали это в прошлом, и думаю, сейчас я пожую, станет вкуснее. This time I've been able to avoid those things that I didn't want, and I know this time it will work. Я пытался избегать тех вещей, которые были нежелательны для меня в прошлом, но теперь я знаю, что это сработает. But there's still an abrupt termination to all of the pleasure and pain. Однако жизнь кладет резкий конец всем нашим устремлениям к боли и устремлениям к счастью и попыткам избежать боли. And if one hasn't made that connection with the Supreme, they have to come back again and again and again. И если мы не смогли установить эту связь со Всевышним, тогда мы вынуждены будем возвращаться к этому снова и снова и снова. Human life means to make one's connection with the Supreme. И человеческая жизнь предназначена для того, чтобы установить эту связь со Всевышним. Because once the connection is made, then as Prabhupada explains here, one becomes joyous, he becomes peaceful, he transcends duality. Потому что, как Шрила Прабхупада объясняет в этих словах, когда эта связь утверждается, человек устанавливает ее, тогда он становится радостным и умиротворенным и может выйти за рамки двойственности. Why does he transcend duality? Because he sees reality. Почему он выходит за рамки двойственности? Потому что видит реальность. And the reality is, everything is connected to Krishna, И реальность заключается в том, что все связано с Кришной, including me, в том числе и я. including I'm also В connected. том числе и я, у меня тоже есть связь. And if I simply accept it, we call it surrender. И если я просто принимаю этот факт, вот это называется преданием. But surrender sounds like this really heavy word, Однако слово «предание» звучит очень тяжело для нас. right? It sounds like it's a bitter pill, you know? Surrender. Предание звучит как горькая пилюля для нас, которую мы должны проглотить, предаться. It's like the troops coming in with all their guns, you know, and the cannons and the nuclear warheads and saying, surrender. Вот нас окружают враги, и они направляют на нас свои оружия, и пушки, и даже ядерные боеголовки. И говорят, сдавайся, Right? предавайся. As soon as we hear surrender, we conjure up these images of, oh no, Когда surrender. мы слышим это слово «предаться», то нам сознание наше воображение рисует эти страшные картины такого предания. Вот я должен так сдаться. We see everybody coming in with ropes and balls and chains and tying us together and hauling us off to the labor camps. И нам кажется, что в этот момент что произойдет, и мы сдадимся, и нас закуют в кандалы, свяжут веревками и отвезут в концентрационный лагерь. I will never surrender. Нет, никогда не сдамся, никогда не предамся. We have to conjure up this conception
when Krishna says surrender, that's what it actually, it's just suffering. И поэтому наше сознание, наше воображение рисует нам вот такие страшные картины предания, которые становятся эквивалентом страданий. It's enslavement. Это будет рабством для меня. It's giving up my whole Я individuality. буду забыть о своей индивидуальной природе. How am I ever going to be happy when I'm a slave? Как я смогу быть счастливым, если я буду рабом? Slaves aren't happy. Рабы же несчастны. They're Они slaves. же рабы. They're completely dependent on their masters, Рабы, которые во всем целиком и полностью зависят от своего who господина, spoon-feed a little pleasure just to keep them going. который дает им маленькими дозами небольшое наслаждение, чтобы они просто продолжали на него трудиться. That's what surrender is? Что вот это называется предание, да? No, it's not what surrender. Нет. Krishna's not that kind of a slave master. Нет, Кришна не такой рабовладелец. We have to know who's Мы Krishna. должны знать, кто такой Кришна. The difficulty is we don't know who's Krishna. Проблема в том, что мы не знаем, кто он. He's not that kind of a slave Он не master. рабовладелец. He doesn't need anything. Ему никому, ничего ни от кого не нужно. Doesn't need our hard labor. Ему не нужно, чтобы мы на него вкалывали. What does he need our hard labor for? It's all his anyways. Зачем ему нужно, чтобы кто-то на него вкалывал, если все и так его уже? And he can manifest anything he wants simply by thinking about it. Просто подумав о чем-то, Кришна может создать все, что угодно для себя сам. Why does he need somebody else to have to manifest it for him? И не нужно никого напрягать, чтобы кто-то для него что-то сделал. Certainly doesn't need our hard И labor. он точно не нужно ему, чтобы мы на него вкалывали. It doesn't need our possessions. И не нужно ему, чтобы мы ему отдавали свои имущества. It's already his. Потому что оно уже его. Doesn't need anything. Ему ничего ни от кого не нужно. But we think of surrender, we think, I have to give up everything. Но мы Even him. думаем, что значит, предаться, значит, все ему отдать. But we're fools. Но мы при этом глупцы, It's already потому his. что это уже его. And I'm suffering because I forgot that. А я страдаю, потому что забыл об этом. That's all. Вот и все. And Krishna is saying, just accept it. И Кришна говорит, просто прими это. There's no problem, just accept it. Какие проблемы? Просто прими. It's mine. Что это мое. I can do whatever I want with И it. я могу с этим что угодно сделать. I can give you whatever you need. Я могу тебе дать все, что ты хочешь. He says that in Bhagavad В чем Gita. нуждаешься? Он говорит об этом в Бхагавад-гите. Ananyas chintayatamam yejana payupashante tesham nitya payuktanam yogakshema vahamyaham. He says, if you meditate upon me and always think of me, then what I'll do is whatever you have, I'll preserve, and whatever you lack, I'll give it to you. И Кришна в этом стихе Бхагавад-гиты говорит, если ты просто всегда медитируешь на меня и помнишь обо мне, тогда я тебе дам все то, что тебе не достает, и сохраню то, что ты уже имеешь. Oh yes, it's just meditate on me. Единственное, что просто надо от нас, это чтобы мы медитировали на него. Just accept that everything belongs to me. Просто прими то, что все мне принадлежит. And accept that you're my servant. И прими, что ты мой слуга. Not that you're my slave. Не раб, You're my servant. слуга. And Krishna is not the kind of a master that doesn't take care of his servants. И Кришна не является таким господином, который не заботится о своих слугах. Krishna always takes care of his Он servants. всегда заботится о своих слугах. Even better than the servants can take care of themselves. Гораздо лучше, чем слуги сами могут о себе позаботиться. Even better than the other servants can take care of the other servant. Даже лучше, чем одни слуги могут позаботиться о других. He knows how to take care of everyone perfectly Он знает, как в совершенстве позаботиться обо всех, because he's in the heart потому что он в сердце. and he knows exactly what we desire. И он знает точно, что мы желаем. And he can satisfy all our И desires. он может удовлетворить все наши чаяния. Every one of them. Все до единого. We don't even have to spell them out. Даже не нужно Кришне о них ничего говорить. We don't have to keep a long list to tell Krishna when he asks us, what do you want? Нам не нужно записывать эти желания в список, чтобы потом предоставить список Кришне. You make a connection with Krishna and you think, oh, finally, I've made my connection. Let me read that list I've been saving up for the last 40 years. И вот, в конце концов, мы установили связь с Кришной. Нужно поскорее, пока эта связь есть, нам нужно Кришне прочитать этот список желаний, которые я составлял последние 40 лет. As if Krishna doesn't know. Как будто Кришна не знает о них. He already knows.
Он уже знает. Why do you have to even tell him? Ему даже говорить ничего не He already надо. knows. Он уже знает обо всем. As Prabhupada says, if you have a patron who knows everything you need, aren't you happy? Как Шрила Прабхупада говорит, если у вас есть покровитель, который знает прекрасно о всех ваших потребностях, разве это не делает вас счастливым? Can't you be happy? Разве не можете при You этом? have a patron who knows everything you need. Разве не будете счастливым, если у вас есть такой покровитель, который знает в точности все, что вам нужно? That is Вот happiness. это называется счастьем. He already knows it, and he's ready to give it everything and then more. Он знает обо всем и готов вам дать все то, в чем вы нуждаетесь, и даже больше. Because not only will he give you what you need, but he'll give you himself too. Потому что он даст не только то, в чем вы нуждаетесь, но и себя в придачу. When you have Krishna, you've got И everything. когда у вас Кришна, тогда все остальное тоже есть. You don't have to go separately and start adding up all your assets. Вам не нужно отдельно накапливать какие-то свои собственные богатства и достояния. Like a person who goes into the treasure house and counts all his assets and takes inventory. Oh, I have this, I have that, I have that. Как человек, например, составляет список своих пожитков из своего имущества. У меня вот это есть, и вот это, и он всю свою сокровищницу переписывает таким образом. When you have Krishna, you have everything. Если у вас есть Кришна, у вас есть все. Because he's the source of everything. Потому что он источник всего. He's the source of us. Он источник нас. Surrender is not the way we think it is. И поэтому мы под преданием понимаем нечто совершенно им не являющееся. Surrender is actually happiness, as Prabhupada says. Right? Предание – это синоним счастья, как говорит Шрила Прабхупада. This is real happiness. Это называется настоящим счастьем. He says, if you know that you have always somebody who's your patron who'll take care of, aren't you happy? Прабхупада говорит, если у вас есть такой попечитель или покровитель, который всегда заботится о вас, разве это не делает вас счастливым? But then Prabhupada says, but if you do everything on your own account, Но если вы делаете все самостоятельно, говорит Шрила Прабхупада, if you do it on your own account, then Krishna says, as far as possible, I can take care of you. полагаетесь только на себя, то Кришна говорит, как Прабхупада в этой лекции описывает, Кришна говорит, ну хорошо, насколько возможно, я тебе тоже буду заботиться. Why is it as far as possible? Почему он говорит, насколько возможно? If you don't depend on him, then what can Krishna do? Если вы от него не зависите, на него не полагаетесь, что может Кришна сделать? If you're depending on all these other arrangements, all these other fallible soldiers, what can Krishna do? Если вы полагаетесь на все свои ухищрения, на этих ненадежных солдат в своей жизни, то что может сделать Кришна? If you think all the fallible soldiers will make you happy, will make you healthy, will make you successful, what can he do? Если вы думаете, что все эти ненадежные солдаты сделают вас счастливыми, здоровыми и удачными, успешными, что может Кришна сделать? So Krishna says, as far as possible, I'll protect you. И поэтому Кришна говорит, я буду защищать тебя, насколько смогу. Not very possible because you don't depend on me. Но смогу немного, потому что ты от меня не зависишь. That's what Prabhupada is saying right here at the end. Поэтому Шрила Прабхупада в самом конце говорит, He says, Krishna says, I'm equal to everyone. я отношусь ко всем равно, говорит Кришна. Name dvesha, nobody's my enemy. Намедвеши означает, никто не является моим врагом. How can he be envious? И как он может питать злонравие по отношению к другим? Everyone is Krishna's son. Потому что все являются сыновьями Кришны. How he can become enemy to Krishna? Как кто-то может быть врагом Кришны? His son. Он же сын. That is not possible. Это невозможно. He is friend of everyone. Он друг каждого. But we are not taking advantage of his Но friendship. мы не пользуемся возможностью его дружбы. That is our disease. Это называется нашей болезнью. Простите. That is, he said, we're not taking advantage of his friendship. What does it mean, not taking advantage of his Что friendship? означает не пользуемся благом его дружбы? It Он means говорит. he's ready to do everything. Он готов, это означает, он готов сделать для нас все. But we think, I got to do it myself. А мы думаем, нет, я сам все сделаю. I'm not going to depend on him. Не буду от него полагаться. I got to do it myself. Не буду полагаться на него, буду делать все Do it сам. myself, I can enjoy the fruit. Потому что если я буду делать все сам, то я сам буду наслаждаться плодами. I can give Krishna a little bit. И Кришне немножко, поделюсь с ним немного, Keep him happy. чтобы он был счастлив. Make sure he doesn't take everything away. Чтобы я буду подкармливать Кришну этими плодами, чтобы он у меня все не забрал. I have to do it myself. Я должен сам все делать. That's our disease, Это Prabhupada says. наше болезненное состояние, Прабхупада говорит. Krishna's our friend. Кришна же наш друг. He's our friend. It means he's ready to take care of everything.
И он наш друг, и поэтому готов позаботиться обо всем сам. But we think he won't take care of me, I better do it myself. Он думает, нет, а мы думаем, он обо мне не позаботится, поэтому я должен сам по себе позаботиться. That simply means in the one's consciousness. Это все находится в состоянии. That concept is in his That concept is in his consciousness. Эта концепция существует в сознании человека. Because one who is actually Krishna conscious, it's not that he's inactive. Потому что человек, все зависит от сознания. Если человек пребывает в сознании Кришны, это означает, что он становится пассивным, бездеятельным. And he simply says, okay, well, Krishna's going to take care of everything. Go ahead. Человек в сознании Кришны не думает, ну хорошо, Кришна обещает там позаботиться обо мне, давай, Кришна, заботься. I'm waiting. Я жду. Where is it? И где забота-то? You said you'd take care of everything. Ты же пообещал позаботиться. How long am I supposed to wait? И сколько мне еще ждать? I'm getting a little impatient. Я немножко уже начинаю, так сказать, проявлять нетерпение. You said you're going to take care of everything. Ты же обещал позаботиться обо всем. I don't see it. Давай, заботься, я I не don't вижу. trust you. Я тебе не доверяю, Кришна. I tried, but I don't trust you. Я пытался тебе доверять, полагался на тебя, но теперь все. I don't see everything. Не доверяю, потому что всего не вижу, всей твоей заботы. Just see, I was right, Смотрите, я был прав, and you were wrong. а ты был неправ. You told me to surrender, Ты мне сказал предаться, but you didn't take care of everything. но при этом не позаботился ни о чем. Therefore, I have to depend on myself. Поэтому я должен заботиться, должен полагаться на самого себя. That's our disease. Вот в этом заключается болезненное состояние. It's our disease because we don't know what it means when Krishna says he's our friend. Это наша болезнь, потому что мы не знаем, что Кришна имеет в виду, когда он говорит, что он является нашим другом. It means he knows what's best to free us from all suffering. Это значит, то, что он друг, это значит, что он лучше всего знает, что нужно для того, чтобы избавить нас от всех страданий. He knows what's best to put an end to all this duality. Он знает, что лучше всего нам поможет избавиться от всей двойственности в жизни. He knows what's best to bring that person who depends on him to his lotus feet. И он знает, что поможет лучше всего тому, кто полагается на Кришну, поможет ему прийти к его лотосным стопам. So they never has to live in duality again. Чтобы он никогда больше не погружался в двойственность. And will be eternally sheltered at his lotus feet. И обрел вечное прибежище в его лотосных стопах. Krishna is very eager to do that for everyone. И Кришна очень рад возможности сделать это для каждого. I just read the other day, Prabhupada said, Krishna is more anxious for us to go to join him than we are. Как мы недавно читали комментарий Шрилы Прабхупады, где Прабхупада говорит, что Кришна гораздо больше желает нашего возвращения к Нему в духовном мире, чем мы сами этого желаем. He's more anxious for us to go back to him than we are anxious. What was that? Was just yesterday, right? Yesterday morning in Bhagavatam class. Yes. Это было в лекции по Бхагаватам вчера. Then we are anxious to go to him. И он гораздо больше желает, позавчера, day before, позавчера, он гораздо больше желает, что мы вернулись к нему, чем мы сами этого желаем. Вчера, не позавчера. Извините. Я помню. Krishna knows how to bring us to him. И Кришна знает, как нас к нему привести. And to put an end to our suffering. К себе привести и как положить конец всем нашим страданиям. Because as long as we live in duality, we'll have to suffer. Потому что пока мы живем в двойственности, мы должны страдать. That's what duality means. Вот это и значит двойственность. Happiness, pain. Двойственность означает счастье, боль. Good, bad. Хорошо, плохо. Heat, cold. Жара, холод. Honor, dishonor. Почет, бесчестие. All duality. Все это двойственность. All anxiety. И тревога. And Krishna says, ultimately you can transcend duality by making a connection with me. И Кришна говорит, что ты можешь выйти за рамки двойственности, если ты установишь свою связь со мной. For one who conquers the mind and makes his connection with Supersoul, Supersoul is reached. Человек, который подчиняет себе свой ум, устанавливает свою связь со Всевышним таким образом, он обретает сверхдушу. And he transcends duality. И превосходит или выходит за рамки двойственности. Such a man, heat and cold, happiness, distress, honor, dishonor, they're all the same. Для такого человека жара, холод, счастье, несчастье, почет и бесчестие – все это одно. That is, of course, the fruit of one's endeavors to remember Krishna. Это результат усилий человека помнить о Кришне.
It may not manifest immediately, Этот результат может не прийти сразу. but Krishna is so kind that he even sees that the person who endeavors to make a connection is also serving him. Но Кришна настолько добр, что даже в его глазах даже человек, который пытается установить эту связь с ним, тоже служит ему. He accepts that as service. Он принимает эти усилия как служение. He's making the effort to come to me, Потому что этот человек пытается, прилагает усилия к тому, чтобы прийти ко мне. making the effort to remember me, И он пытается и прилагает усилия к тому, чтобы помнить обо мне. making the effort to see me in everything. И он прилагает усилия к тому, чтобы видеть меня повсюду. Tesham satatam yuktam bhajatam pritipurvakam. Krishna said, to those who are making the effort, then I help them to come to me. И Кришна говорит, тем людям, которые прилагают усилия в этом направлении, я помогаю прийти ко мне. It doesn't necessarily mean to be in complete Krishna consciousness is the only way to become happy. Это не означает, что единственный способ стать полностью счастливым – это пребывать в полном сознании Кришны. We can begin the process by making the effort to establish our connection. Мы можем начать этот процесс с усилий по установлению этой связи с Кришной. And then a devotee can become happy И тогда преданный может стать счастливым, because Krishna takes charge. потому что Кришна берет на себя заботу о нем. And because Krishna takes charge, the devotee sees that whatever happens to me, whether it's good or bad, it's Krishna's mercy. И поэтому, поскольку Кришна берет на себя заботу о преданном, в глазах преданного, все, что происходит с ним, хорошее или плохое, является милостью Кришны. That means it's all good. Значит, все хорошо. It's Krishna's mercy. It's Поскольку all это good. милость Кришны, то значит все хорошо. We think good and bad, but actually if it's Krishna's mercy, it's all good. Мы делим все на плохое и хорошее, но если это милость Кришны, значит все хорошо. Krishna never does anything to willingly cause pain to a living entity. Потому что Кришна никогда не причиняет сознательно боль живому He's существу. not that kind of a taskmaster. Он не является таким господином. Krishna is all good, absolute. Кришна все благой, он абсолютный. Therefore, whatever Krishna does is for my best interest. И поэтому все, что делает Кришна, это в моих лучших интересах. Our effort should be to see how it's connected to Krishna. Но мы со своей стороны должны прилагать усилия к тому, чтобы видеть все связанным с ним. Krishna, whatever happens to me, Кришна, что бы ни случилось со мной, let it be you who does it to me. пусть это происходит, потому что ты это делаешь со мной. If it's you, I'm sheltered. Если это по твоей воле, тогда я чувствую себя под защитой. I've been pounded enough by your material nature. Потому что меня твоя материальная природа уже била. And I see what your material energy does to me. Достаточно била. Она наносила множество ударов, и я вижу, я знаю, что она может сделать со мной. It forces me to live in duality and to forget you. Потому что твоя материальная энергия заставляет меня жить в двойственности и забывать о тебе. And forgetting you is hell. И забвение тебе это равносильно аду. Therefore, Krishna, whatever you do, just you do it, please. Поэтому, пожалуйста, Кришна, что бы ты ни решал со мной делать, пусть это будешь делать ты со мной. And let me be your servant. И я останусь просто твоим слугой, позволь мне это. This is the formula for happiness. Это формула счастья. And that's what Srila Prabhupada is telling us. И об этом говорит Шрила Прабхупада. So down to earth, Очень практичное объяснение. so simple. Очень простое. It's the formula for happiness. Это формула счастья. Just depend on Krishna. Просто зависеть от Кришны. We have to practice it. И мы должны упражняться в этом. And that Srila Prabhupada has given us the opportunity to do also. И Шрила Прабхупада дал нам все возможности для такой практики. He's given everyone the opportunity to practice, to depend on Krishna. Шрила Прабхупада дал каждому возможность практиковаться в зависимости от Кришны. This is his secret to success. Это его успех, его секрет успеха. This is his realized knowledge that he shared with us from the depth of his heart. И это то самое знание, которое Шрила Прабхупада осознал на собственном опыте и делится с нами этим знанием, извлекая его из глубины своего сердца. We should be eternally grateful for such realized knowledge. И мы должны вечно быть благодарны Шриле Прабхупаде за то, что он делится таким осознанным знанием с нами. And we should be very eager to always stay in contact with it. И мы должны всегда гореть желанием поддерживать свою связь с этим знанием. So it will give us the strength to continue to make progress on the perfect path that he has left behind for us to follow. Чтобы нам всегда хватало сил идти по этому совершенному пути, который он для нас оставил. This is what he gave us in our Krishna consciousness. Вот это дал нам Шрила Прабхупада в движении сознания Кришны. And we are his servant. А мы его слуги. Hare Krishna. Kirtan? Yes?
Yes? Okay, Kirtan. Hare Krishna. Вопрос? У кого вопрос? Короткий? Хорошо. Чтобы не делалось вредно, хорошее или плохое, то все это посылает Кришна. Но в этом мире же есть гуны материальной природы. И если душа спит, то получается гуны действуют. И как определить тогда, где Кришна, где гуны? So the question is, you said that whatever happens to a devotee, bad or good, is all sent by Krishna. But while the living entity is sleeping in the material world, there are gunas, the three modes of material nature that act upon him, and they are also causes of his happiness or distress, or good or bad. So how do we tell gunas acting on us from Krishna acting on us? That's the question. Все слышали вопрос? Вопрос о том, что Ниранджана Махарадж сказал на лекции, что все то, что происходит с нами, плохое или хорошее, это нам посылает Кришна и делает Кришна, но если живое существо находится в материальном мире и спит, то на него действуют гуны материальной природы, и они заставляют его страдать и наслаждаться. И как понять, что нам посылает Кришна, а что гуны? Правильно, да? Prabhupada used to give the example, when the sun rises, then everything that was previously in darkness becomes revealed. Шрила Прабхупада приводит пример, что когда восходит солнце, тогда все то, что раньше находилось во тьме, проявляется из тьмы. If we want to see how the modes of material nature are influencing us, Если мы хотим видеть, как гуны материальной природы влияют на нас, then we have to see how they're connected to Krishna. тогда мы должны видеть, как они связаны с Кришной. If we see how they're connected to Krishna, then we can see how we're being influenced by it. Если мы видим, как гуны связаны с Кришной, тогда мы сможем также видеть, как они на нас влияют. I'll give you a simple example. Приведу вам простой пример. Before we began chanting Hare Krishna, we used to think that everything that was in our mind was us. Перед тем, как мы начали повторять Харе Кришна, мы думали, что все, что происходит в нашем уме, это я. Right? Верно? It's me. Это я. When we start chanting Hare Krishna, you have an alternative. Но когда мы начинаем повторять Харе Кришна, мы вдруг видим перед собой альтернативу. It's reality. Krishna, who's in His name. Мы видим реальность, проявляющуюся в форме Кришны в святом имени. When you start chanting Hare Krishna, you begin to see, that's my mind, and that's Krishna. И мы начинаем видеть, вот это Кришна в своем имени, а это мой ум. How many times did we ever say that my mind is doing this, my mind is doing that, my mind is saying this, my mind is saying that, before we were chanting Hare Krishna? Раз кто-то из нас до того, как мы начали повторять Харе Кришна, когда-нибудь говорил, ну это вот мой ум говорит то, мой ум говорит это, мой ум делает это со мной или то. What did we say? А что мы говорили тогда? I'm thinking this, I'm thinking that, I'm thinking this. Я думаю это, я думаю то. Так ведь, да? Right? It's me. Это я. But now there's this distinction. There's the mind. Но теперь мы видим различия. Это ум. And there's a difference between the mind and me. Есть разница между мной и умом. So now this is my mind that's doing that. My mind that's saying this. My mind that's saying that. Поэтому мы можем теперь говорить, это мой ум делает то или это, или говорит это или то. If you want to see how material nature works, the only way you can see how it's working is if you turn to Krishna. И если вы хотите понять, как действует на вас материальная энергия, единственный способ понять это повернуться к Кришне. Otherwise, if you simply try to see how material nature is working, and you're still bound by material nature, Потом в противном случае, если мы хотим понять, как действует материальная природа и при этом связаны материальной природой, then you'll still be acting according to the influence of the modes of nature. то мы будем продолжать действовать в соответствии с влиянием гун материальной природы. Because your question was, how do I know if it's Krishna or if it's the modes of material nature? Потому что вопрос заключался в том, как понять, Кришна на нас действует или гуны материальной природы. Your question was, how do I know how the modes of material nature are acting on me? Вопрос заключался не в том, как понять, как действует у меня гуны материальной природы, не в этом. That Krishna also explains. Потому что это тоже Кришна объясняет. How the mode of passion acts on you, Как how the mode of ignorance acts on you, and how the mode of goodness acts on Как you. гуна страсти, гуна невежества и гуна благости действуют на вас. That requires knowledge. Также требуется знание. You have to come to the platform of goodness to know how the modes of nature are acting on you. Чтобы понять, как гуны природы материальные действуют на вас, нужно подняться до уровня гуны благости. But your question was, how do I know if it's Krishna or the modes of Но ваш nature? вопрос заключался в том, как понять, действует на меня Кришна или гуны. Wasn't it? Так? Так вот. Therefore, you have to see it in relationship with Krishna. Поэтому нужно все это видеть в связи с Кришной. And Krishna will help you to see the difference. И Кришна поможет вам увидеть эту разницу.
Hare Krishna.